Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то наступило весеннее тепло, и сегодня мы выполняем некоторые необходимые действия со своей клубникой, для того, чтобы она нормально развивалась и затем хорошо плодоносила. Что первым делом мы делаем? Конечно же, убираем весь старый погибший листок. Лист на клубнике живет порядка 40-50 дней, затем он умирает. Те листья, вот эти листья, которые мы запускали в зиму, они к весне погибают. Это аксиома, друзья, столько листья долго не живут. И сейчас надо их убрать и дать пространство для развития молодого листа, который начал уже появляться. Разными способами можно убирать этот листок. Можно по одному листочку убирать вот так, но это долго, особенно если большие плантации, большие насаждения клубники. Я вам хочу показать один очень интересный способ, который используют мои родственники. У них больше 10 соток клубники. Мы когда-то с вами были у них в гостях на их плантациях, друзья. Поэтому некогда им по одному листочку убирать, ну и многим другим, вот кто у нас живет. Поэтому был изобретен когда-то давно метод очистки весной кустов клубники от старой листвы с помощью метлы. Как это делается? Ну, выбирается, конечно же, сухая солнечная погода, когда уже растения хорошо просушены. У нас, к сожалению, вчера еще шел дождь, поэтому вот эффективно я с помощью метлы очистить, к сожалению, растения не смогу. Но кое-какой результат мы с вами сейчас увидеть сможем. Смотрите, что делается. Просто начинается отметание. Вот таким вот образом. Смотрите, как быстро мы из полностью, будем так говорить, засоренного старыми листьями кустика убрали все лишнее. Ну, здесь куст хорошо перезимовал. Лучше видно на кустах вот действительно полностью, будем так говорить, подсохшими. Вот здесь это вообще наглядно. Остаются только бодылочки. Но в хороших случаях, когда не было бы дождя, эти бодылочки тоже они были бы сухие, не набравшимися вчерашним дождем влаги, и они бы поотлетали. Вот так зачищается буквально за несколько минут целая грядка. После того, как убрали все отсохшие листочки с плантации, ну, пришлось, кроме метлы, использовать также ручной способ. Почистили это все. И теперь необходимо провести подкормку с целью нарастить как можно быстрее листовой аппарат. Ну и в подкормке, естественно, должен присутствовать фосфор, который будет способствовать развитию корневой системы. Хороший корень, хорошее плодоношение в будущем. Друзья, мы поливы проводим через капельное орошение на своем участке. А вот подкормки будем проводить вручную. Поэтому вокруг кустиков делаем луночки, чтобы питательный раствор не растекался по всему участку. И давайте теперь подробнее разберемся, чем же проводить подкормку. Друзья, мы уже не первый год проводим подкормку Ростконцентратом с повышенным азотом. Что такое Ростконцентрат? Это органоминеральное удобрение. По опытом, по наблюдениям, ну не только моим, а вообще людей, которые занимаются клубникой, самые лучшие результаты по урожайности показывают те растения, которые именно подкармливались сочетанием органической составляющей и минеральной. Вот именно в Ростконцентрате есть органическая составляющая, это гумат калия, и минеральная составляющая, это НПК, азот, фосфор, калий, плюс микроэлементы. Азот будет способствовать нарастанию листостеблевой массы. Вот семерочка фосфора – это развитие корневой системы будет. И семерочка – это калийная составляющая, которая будет играть свою роль в поддержании растения против стрессов и закладка плодовых почек. 25 мл на 10 литров воды Ростконцентрата разводим. И вот этим полученным раствором проводим полив под корень каждого растения. Вы поняли основной принцип составления вот этой подкормки. Гумат калия до такого состояния, чтобы раствор был такой, как чай. Такой хорошо заваренный чай. Разводим гумат калия в воде и добавляем минеральную составляющую приблизительно вот в такой пропорции. Побольше азота и фосфор с калием в равных частях в 2 раза меньше, чем азотной составляющей. Гумат калия, он плюс ко всему активирует, сделает доступными
те элементы питания, которые уже находятся в почве. А ведь в прошлом году мы тоже проводили некоторые подкормки своим растениям, и элементы питания там есть, просто они малодоступны сейчас для растений формы. Третий этап – это обработка от болезней. Мы обрабатываем весной клубнику хлорокисью меди, ХОМ. Наверняка многие из вас знают этот препарат, этот фунгицид. Он малоопасный для человека, для насекомых и так далее. Разводим по инструкции и обрабатываем. Но обрабатываем не только кустики, а обрабатываем также почву между кустами, между рядами. Почему? Потому что все-таки много сухой составляющей вот осталось, возможно, где-то. Ну, конечно, она здесь есть, ее не выгребешь, хотя мы почистили все грабельками. Поэтому на всякий случай обрабатываем сплошную и растения, и между растениями. Вот, собственно, все, что необходимо сделать с клубникой весной для того, чтобы получить хороший урожай. Чтобы она росла у нас и крепкая, и здоровая, и хорошо плодоносила.